Всем привет! Я концертирующий пианист Тимофей Казанцев, а еще я преподаватель. И мы продолжаем разбирать цикл «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Я сделал для него свою собственную исполнительскую редакцию, которую вы можете скачать, подписавшись на мой Boosty или Patreon. Также с каждым роликом выходит студийная запись этой пьесы. Вы можете сейчас пройти по ссылке в углу экрана и послушать студийную запись. А мы переходим к нашему следующему номеру. Февраль. Масленица. Очень яркая картина ярмарки. В крайних частях мы видим всеобщее движение, как будто это большая сцена из оперы или из балета. Здесь очень много разных персонажей. Мы начинаем с крупного плана, когда каждый занят своим делом, но при этом движения у всех очень слаженные, как действительно у какой-то балетной труппы. Мне все время представляется, что я оператор камеры, который снимает грандиозный балет. Сначала я показываю всю площадь с разнообразными торговцами, семьями, покупателями, детьми, которые катаются на аттракционах. И мы должны найти здесь баланс между общим и частным. Общее мы будем подчеркивать с помощью педали, которая будет устанавливать метр в такте. Мы будем объединять все по одному такту. Раз-два. Раз-два. С помощью педали. И также будем показывать гармоническую составляющую. Вот, в первую голову я бы нашел правильное движение гармонии, чтобы установить движение этой пьесы. А во вторую голову я бы показал все мелкие гармонии и ноты, и интонации, которые есть в этом первом предложении. Чтобы аккорды были очень ясны, в них было слышны эти альтерации. Очень активная мелодия в правой и ответ к этой мелодии в левой руке. Вот. То есть сначала учим гармоническую составляющую, потом можно отдельно выучить, вот эту характерную мелодическую составляющую. Даже вторые ноты, вторые восьмушки, которые должны немножко подчеркивать и разбивать ритм. А потом сбалансировать, соединить эти две сущности. Метр и персональность какую-то. В принципе, те же задачи и во втором периоде. Первый период состоит из двух коротких предложений по 4 такта. Второй период состоит из двух длинных предложений, маленькой даже каденции. Здесь также движение по гармонии. И точно так же на переднем плане этого гармонического движения происходит очень много мелкой техники. Которая очень задорная и детальная. Я бы тренировал свои пальцы здесь взрывать аккорды, находящиеся на второй восьмушке. Здесь стаккато очень острое и цепучее. Да, в Масленице на центральном месте большой костер, и если здесь
Это были человеческая перепалка какая-то или возгласы. То здесь это совершенно точно языки пламени. Мы потом будем их слышать при переходе обратно к рефрену. Ну, здесь для разнообразия эти языки пламени нисходящие. Закончилась первая простая часть внутри первой большой сложной части этой сложной трехчастной формы. И начинается то, что в рондо можно было бы назвать первым эпизодом. Мне кажется, все еще та же картина действия внутри ярмарки. Это похоже на разговор продавца и покупателя. Один что-то спрашивает. Дорогой, не стыдно ли тебе по таким ценам продавать? Второй отвечает, сначала учтиво и вежливо. Позволь, барин, цены такие, какие должны быть. Начинается волнение. Я не знаю, это ли волнение толпы вокруг, или это какие-то переглядки между покупателем и продавцом. Еще более прямо спрашивает покупатель. И уже гораздо более строго отвечает и продавец. Волнение еще разгорается. Дальше уже продавец немножко так ехидно начинает не то чтобы оправдываться, но объяснять. Свое положение. И покупатель начинает его передразнивать. Вроде бы слова похожи, но за счет гармонии, за счет транспорта наверх напряжение повышается. И вот теперь открытая перепалка. И как будто бы наша камера уходит в сторону от этого спора и опять через языки пламени возвращается к основному эпизоду. В середине в целом меняется персонаж, как я и говорил. Если в крайних частях мы видели площадь, толпу, общество, простых людей, то здесь похоже, что приехал какой-то кортеж с важной персоной. И эти аккорды показывают процессию, которая проходится. И общество, которое расступается, как-то вежливо раскланивается, но в то же время они недовольны тем, что ритм празднества нарушен, и они обязаны подчиняться ритму вот этого важной персоны. Я подчеркиваю контраст между этими двумя сущностями с помощью педали. Здесь педалей много. Буквально на каждую ноту. И педаль исчезает только в последнем аккорде в разрешении. Тут можно вообще без педали. Здесь на каждый такт с небольшой цезуркой. И опять длинная педаль на каждую ноту, очень обильная. И смотрите, каждый раз, опять-таки, напряжение ситуации повышается. Слова очень похожи, но за счет тесситуры, за счет гармонии, сначала так, потом так, и потом...
Можно даже показать, как меняется наполнение в левой руке. Сначала это были одиночные ноты, а потом это уже стали октавы. А вот напряжение окружения, напряжение общественное, наоборот, как-то пропадает, они сникают. И во второй простой части, этой большой сложной части, наконец-то кортеж начинает двигаться. Мы слышим движение тройки, саней. Колокольчик. Причем колокольчик несколько грустный. Но в то же время, как любой колокольчик, достаточно яркий и предсказывающий, показывающий движение. И в конце концов он заводится уже непрестанно. И в этой части очень важно научиться показывать этот колокольчик. Для того, чтобы он всегда звучал характерно или характерно, нам нужен акцент на вторую восьмушку, на верхушку. И опять-таки я бы не играл его прям легато, потому что он тогда становится несколько скучным. Даже в этих маленьких мотивах очень важны эти акценты. В то же время эти акценты просто перебивают метрические акценты, которые будет давать левая рука. В левой руке есть два голоса: верхний и нижний. И здесь все время марката на сильную долю. Вот все вместе создает очень интересную ритмическую структуру. И завершающая часть почти без изменений. И небольшая кода, которая идет почти полностью на одной педали. Опять-таки, за исключением последних нот, которые требуют особой ясности. И знаете, здесь как будто бы становится страшно даже, насколько уже празднество зашло далеко. Начинают поговаривать: давайте-ка мы разойдемся. Какой-то один: а что тут расходиться? Конечно, разойдемся. Но попраздновали мы хорошо.